Глава 1486. Призрак женщины. Хань Ли прищурился при виде этого, но быстро сделал печать заклинания руками, и серый свет, а также пятицветное пламя внезапно рассеялись, превратившись в бесчисленные серые нити и полосы огненного пятицветного света над ним. Белые тени, пораженные этими атаками, мгновенно исчезли, но оставшиеся белые тени продолжали безжалостно умножаться. Серые нити и пятицветный свет покрывали большую часть всего неба, но белые тени просто отказывались полностью исчезать. Не только Юань-Я и Ян Ли были ошеломлены этим, но даже Хань Ли был немного ошеломлен. Однако прямо в этот момент его духовное чутье что-то уловило, и его тело расплылось, развернувшись на 180 градусов. Затем он пристально посмотрел на участок пустого пространства поблизости, и в его глазах промелькнуло холодное выражение, когда на его глобеле появилась рана. Рана открылась, после чего изнутри появилось черное глазное яблоко. Это был не что иное, как его глаз разрушения. После стольких лет культивации глазное яблоко становилось все темнее и темнее, и в этот момент один его вид заставлял смотрящего чувствовать, словно их душу высасывают из их тел. Черный свет вспыхнул глубоко внутри глазного яблока, и вслед за ним вырвался столб света толщиной с человеческий большой палец, а затем исчез в пространстве. С грохотом близлежащее пространство искривилось, и сразу после этого из воздуха появился черный световой шар радиусом в несколько десятков футов, а затем исчез во вспышке яркого света. В то же время из этого куска пустого пространства вылетела белая тень, а затем полетела обратно на расстоянии более 100 футов. В этот момент белая тень больше не была такой размытой и нечеткой, как раньше. Вместо этого его внешний вид стал очень ясным. Это была женщина, одетая в белые одежды. Одеяние сияло белоснежным светом, и казалось, оно осталось совершенно невредимым после взрыва. Сама женщина была довольно высокой и стройной, с пышными формами и копной блестящих черных волос. Из-за того, что его голова была опущена, Хань Ли не смог уловить ее истинные черты лица, но она выглядела довольно красивой. Хань Ли прищурился и взглянул на женщину с настороженным выражением на лице. Он только что попытался направить к ней свое духовное чувство, но ее белые одежды оттолкнули его, тем самым сорвав его попытку установить ее уровень культивации. Однако по тому предыдущему столкновению он мог сказать, что это определенно не какое-то обычное призрачное существо высокого ранга. Как только женщина была вытеснена из пространства глазом разрушения Хань Ли, белые тени на другом конце, которые неумолимо умножались, наконец, исчезли. Хань Ли махнул рукой, даже не повернув головы, и серый свет вместе с пятицветным пламенем в том направлении также исчез. Изо рта женщины внезапно вырвалась вспышка тревожного хихикания, и она подняла руку, замахнувшись в направлении Хань Ли. Однако ее рука вместе с рукавом белого халата внезапно исчезла во вспышке белого света. Хань Ли невольно дрогнул при виде этого, но прежде, чем он понял, что происходит, рука, которая только что исчезла, внезапно появилась прямо перед ним. Рукав на руке был закатан, обнажив белые костлявые когти, которые мгновенно переместились к шее Хань Ли, а затем яростно схватились за горло. На кончиках каждого пальца мерцал холодный свет. Даже Хань Ли сильно испугался этого внезапного поворота событий, а когти оказались слишком быстрыми, чтобы он мог уклониться или защитить себя. Таким образом, костлявые когти вцепились в горло Хань Ли с глухим ударом, но в тот момент, когда они коснулись его кожи, из шеи Хань Ли самостоятельно вспыхнул золотой свет, после чего появилось несколько золотых чешуек. Острые костяные когти оттолкнулись во вспышке золотого света. Хань Ли тоже отступил на пару шагов, но, к счастью, его горло осталось совершенно невредимым, поскольку его защищала золотая чешуя. На лице Хань Ли появилось грозное выражение, и он быстро выпустил рукой полоску золотого света, которая мгновенно схватила белую руку. Во вспышке золотого света вся рука была полностью залита полосками меча Ци. Золотой меч Ци ударил по руке изо всех сил, но он смог вызвать лишь небольшую рябь на белом рукаве мантии, в то время как сама рука осталась совершенно невредимой. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он немедленно открыл рот, выпустив шар серебряного пламени. Однако было уже поздно. Женщина в белом оправилась от шока после неудачной атаки, и она пожала плечами, после чего белая рука, отделившаяся от ее тела, внезапно исчезла, оставив серебряный огненный шар, чтобы поразить только пустой воздух. В то же время белый свет вспыхнул рядом с женщиной в белом, и ее рука вернулась к телу. При виде этого Хань Ли глубоко вздохнул и, взмахнув рукавом, выпустил 5 лазурных бус себе в руку. В то же время духовный свет вспыхнул на его запястье, а в другой руке появился браслет размером с ладонь. Эта призрачная женщина обладала чрезвычайно странными и доставляющими беспокойство способностями, и Хань Ли не хотел рисковать. Таким образом, он планировал немедленно вызвать своего зверя плачущей души, а затем помочь зверю, атаковав женщину в белом одеянии своими бусинами молнии, чтобы как можно быстрее закончить битву. Сейчас он не мог позволить себе медлить. Женщина в белом, казалось, поняла, что Хань Ли довольно грозный противник, и не спешила снова атаковать. Вместо этого она медленно подняла голову, раскрывая свою истинную внешность.
Ах! Ян Ли и Юань Я были ошеломлены быстрой серией ударов, которыми обменивались Хань Ли и женщина в белом, и оба они внезапно испустили непроизвольные крики удивления, увидев истинную внешность женщины. Хань Ли также резко вздохнул, увидев черты ее лица. Перед его глазами раскинулась чрезвычайно устрашающая половина лица. Одна половина лица была покрыта сморщенной мрачно-зеленой кожей, в то время как другая половина лица состояла из светлой нежной кожи и половины пары гибких красных губ, от каких можно ожидать изысканной красоты. Глаза призрачного существа были зелеными и совершенно бесстрастно оценивали Хань Ли. Если бы такое лицо было на каком-то зловещем призрачном существе с ужасным телом, это не было бы большим шоком. Однако эта женщина обладала чрезвычайно соблазнительной фигурой с великолепными волосами, создавая иллюзию того, что она настоящая красавица. Таким образом, резкий контраст между ожиданиями и реальностью, естественно, вызвал леденящие кровь ощущения, пробежавшие по спине смотрящего. От женщины внезапно послышались призрачные рыдания, и облако белого тумана начали подниматься в окрестностях. Эти облака тумана содержали всевозможные призрачные фигуры, некоторые из которых угрожающе обнажали клыки, другие издавали свирепый рев, и все они выглядели довольно угрожающе. Сердце Хань Ли содрогнулось от шока, и на его браслете для хранения вспыхнул лазурный свет, готовясь призвать своего зверя плачущего души. Однако в этот момент глубоко внутри тумана внезапно раздался потрясающий рев, который был настолько громким, что в ушах Хань Ли зазвенело. Даже облака призрачного тумана вздыбились из-за этого взрывного рева, и две женщины, сопровождавшие Хань Ли, полностью окаменели. Этот голос не принадлежал ни одному из 4 демонических монархов, поэтому, скорее всего, поблизости был какой-то другой могущественный призрак. Когда эта мысль пришла в голову Хань Ли, его лицо стало мрачным, но прежде, чем он успел сформулировать план, неожиданно развернулся необъяснимый поворот событий. Как только женщина в белом услышала этот рев, из ее глаз вспыхнул зеленый свет, и призрачный плач, исходящий из ее тела, внезапно оборвался. После недолгого колебания белый туман вокруг его тела быстро пронесся к ней порывом белого ветра, а затем она исчезла в том направлении, откуда раздался рев. Хань Ли, естественно, не собирался преследовать этого противника, но его глаза вспыхнули в нерешительности, глядя в том направлении, откуда только что раздался жуткий рев. «Брат Хань, что мы должны?» Ян Ли не могла удержаться от желания спросить что-то, но Хань Ли сразу же перебил ее. «Давайте выберемся отсюда как можно быстрее. Вполне возможно, что поблизости находится один из демонических монархов. В противном случае эта призрачная женщина не бросила бы все, чтобы пойти и помочь своему спутнику». Юань Я и Ян Ли сочли это вполне правдоподобной теорией, и все трое немедленно улетели вместе с призрачными солдатами. На этот раз призраки им больше не мешали, и туман впереди становился все тоньше. 2 часа спустя все трое наконец вышли из тумана. Все трое были в восторге от этого и немедленно приготовились улететь вдаль. Однако как раз в этот момент сверху над ними неожиданно раздался незнакомый мужской голос. «Хм. Не думал, что кто-то сможет преодолеть моё ограничение. Похоже, я недооценил ваши способности». Хань Ли и остальные были потрясены услышанным и, одновременно подняв головы, были потрясены тем, что увидели. В воздухе на высоте более 10 тысяч футов над ближайшим призрачным туманом находились 2 группы существ, сцепившихся в напряженном противостоянии. В одну из этих групп входили никто иной, как седовласая красавица Иму Цин, а также дюжина или около того высокоранговых демонических зверей и 8 призраков в иньских доспехах. Еще дальше находились тысячи призрачных солдат, и все они выстроились в строй, сдерживая порывы иньских ветров и взрывы зловещицы вокруг. Тем не менее, они столкнулись с количеством существ, в несколько раз превышавшим их число, включая армию численностью до 8 тысяч человек. Все эти существа были около 20 футов ростом и были облачены в костюмы из малиновых доспехов. В их руках были все виды оружия, такие как сабли, копья, мечи, алебарды, луки и арбалеты, и все они совершенно неподвижно парили в воздухе, что ясно указывало на то, что это была исключительно хорошо обученная армия. Что было еще более удивило Хань Ли, так это то, что среди этой красной армии было более 100 лазурных боевых экипажей. Эти боевые экипажи выглядели довольно устаревшими, а на их поверхности беспорядочно мигал лазурный свет. В каждом вагоне было около дюжины существ в малиновых доспехах, и все они были вооружены длинным оружием. В каждом экипаже были запряжены 2 странных черных зверя с львиными головами и телами змея, и они также были одеты в доспехи. В авангарде армии сидели 3 генерала на разных конеподобных зверях. Только что заговорил мужчина в пурпурных доспехах с парой золотых боевых молотов за спиной. Му Цин и седая красавица также обратили внимание на трио Хань Ли. Седовласая красавица оставалась совершенно неподвижной, из-за чего невозможно было понять ее мысли, но у Му Цин на лице засветилась яркая улыбка. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде этого, и он начал проклинать свое невезение.
Глава 1487. Раса подёнок. От вида седовласой женщины лица Юань Я и Янли немедленно побледнели. А значит, среди вас троих есть пара полупризрачных существ. Неудивительно, что вы смогли выйти из-под моего ограничения. Генерал в фиолетовых доспехах каким-то образом смог сразу определить конституции Юань Я и Янли, и в результате он потерял к ним интерес. Затем он обратил свое внимание на Ханьли, и тот был немедленно поражен леденящим кровь взрывом духовного чутья, стремящимся к нему, пытаясь полностью увидеть все его существо. Ханьли невольно нахмурился, активируя технику великого развития, чтобы отразить большую часть духовного чутья генерала в доспехах. В то же время он также направил свое духовное чутье на этого человека. В результате выражение лица Ханьли немного изменилось, и он обнаружил, что тело генерала в доспехах было чрезвычайно холодным и не было телом из плоти и крови, но в нем также не было иньской призрачной энергии. Затем он направил свое духовное чутье на двух других генералов, а также на солдат в малиновых доспехах позади них и обнаружил, что, кроме зверей, тянущих кареты, все они также были полностью лишены жизни. Это марионетки. Придя к такому выводу, Ханьли был в шоке. Эти марионетки, казалось, уже управляли призрачными существами адской реки. И если не считать солдат в красных доспехах, у 3 генералов в доспехах были разные ауры, и они, скорее всего, были одержимы душами чрезвычайно могущественных существ. Более того, тот факт, что 2 демонических монарха еще не атаковали этих марионеток, означал, что обе стороны были равны. В противном случае они бы мгновенно уничтожили своих противников, а не оказались в тупике. Лю Цзу и Ди Сюй не было, поэтому они, по-видимому, все еще были заперты в призрачном тумане, сражаясь с могущественным призраком, который ранее издал этот громовой рев. «Иди сюда!» Му Цин внезапно махнул рукой в сторону Ханьли. У них определенно не было шанса на побег в этой ситуации, поэтому Ханьли не оставалось ничего другого, кроме как подлететь к 2 демоническим монархам и сложить руки в почтительном приветствии. «Я отдаю дань уважения 2 моим старшим. Господин даосист Хань, почему с тобой нет Цзинлиня? Где он сейчас?» Вместо того, чтобы спрашивать, почему Ханьли и остальные сбежали из призрачного тумана, она спросила об этой золотой обезьяне. «Я не уверен. Мы с братом Дзином были насильно разделены призраками в тумане», честно ответил Ханьли. «Вот как?» Услышав это, Му Цин нахмурилась. Ханьли взглянул на марионеток, с которыми они столкнулись, и спросил, старшая Му, что это за существа. Они создали этот призрачный туман. Господин даосист Лань и я недавно сбежали из этого призрачного тумана. Мы как раз собирались применить секретные техники, чтобы разрушить это ограничение, как вдруг оказались втянуты в конфронтацию с этими существами, и у нас не было возможности спросить их еще о чем-нибудь. Однако я не видела их, когда в прошлый раз была здесь, поэтому я думаю, что они точно так же, как мы, вошли в адскую реку извне. Му Цин явно была озадачена. Услышав это, Ханьли изменился в лице. Как ты уже догадался, мы столкнулись с армией марионеток, но не стоит их недооценивать. Все эти 3 марионеточных генерала чрезвычайно сильны, и даже если бы мы с господином даосистом Ланем нападем на них, мы все еще не уверены в нашей способности убить их, серьезным тоном сказала Му Цин. С другой стороны, седовласая женщина не задавала Юань Я и Янли никаких вопросов. Вместо этого она посмотрела на 3 марионеточных генералов и холодным голосом спросила: «Мне все равно, кто вы, но ответьте мне, собираетесь ли вы снять это ограничение или нет?» «Снять это ограничение? Что за шутка? Вы, посторонние, проникли на святую землю нашей расы подёнок и теперь пытаетесь заполучить наш священный артефакт. Вы же те, кто напали на нас в прошлый раз, верно? Мы позволили вам уйти в тот раз, но этого больше не повторится», — холодным голосом ответил генерал в фиолетовых доспехах. «Гонка подёнок». Выражение лица седой красавицы резко изменилось, в то время как сердце Му Цин содрогнулось от услышанного. Ханьли недоуменно нахмурился. Он не помнил, чтобы видел записи о такой расе. «Вы знаете о нашей расе? Тогда это упрощает задачу. Если вы сдадитесь без боя, мы, возможно, сможем пощадить ваши жизни. В противном случае, даже если вам удастся уйти на этот раз, наша раса развернет войска для уничтожения вас с лица мира духов». Генерал в пурпурных доспехах сначала слегка опешил, но затем его голос прозвучал угрожающе. Му Цин и седая женщина переглянулись между собой, услышав это, и их лица стали довольно мрачными перед лицом угроз генерала в фиолетовых доспехах. Затем они двое начали посылать друг другу передачи голоса в безмолвном разговоре. Генерал в фиолетовых доспехах просто холодно усмехнулся, увидев это, но ничего не сделал, чтобы их остановить. По мере продолжения передачи голоса на лице седовласой женщины появилось нерешительное выражение, а Му Цин сильно нахмурилась.
Казалось, ни одна из них не могла прийти к решению. Вы провозглашаете, что это святая земля расы падёнок, и вы будете поддерживать эти утверждения. С каких это пор раса падёнок перешла на культивацию призрачной инской ци? Холодным голосом спросила седовласая женщина. Вам не нужно знать об этом. Вы действительно думаете, что адская река, окружающая это пространство, возникла из воздуха? Генерал в фиолетовых доспехах ответил холодным смешком. Выражение лица Муцин и седой женщины немного изменилось от его слов, и, казалось, они теперь поверили заявлениям генерала в доспехах. После недолгого молчания седовласая красавица приняла холодное выражение и сказала: кто знает, действительно ли вы из расы падёнок или просто самозванцы. Даже если это правда, я бы на вашем месте не была столь самоуверенной. Думаете, несколько марионеток вроде тебя могут заставить нас сдаться?» Муцин ничего не сказала, чтобы остановить ее, и слой лазурной ци покрыл ее тело. Услышав это, в глазах генерала в фиолетовых доспехах вспыхнул красный свет, и, не теряя больше времени на слова, он ударил ладонью по спине своего коня-носорога. Зверь сразу же поднял голову и глубоко вдохнул. Носорог, казалось, всосал весь окружающий воздух, после чего с низким ревом открыл пасть. Затем вперед вырвался шар лазурного света, направляясь прямо к двум демоническим монархам. Из шара лазурного света вырвалось громовое урчание, и седовласая женщина с мрачным выражением на лице сделала печать заклинания руками. Позади нее вспыхнул серый свет, и появилось массивное призрачное пятно с взъерошенными волосами, резко увеличившееся в размерах. Он открыл свою массивную пасть и в ответ выпустил шар черного света. Два световых шара с грохотом столкнулись между собой. Лазурный и черный свет переплелись между собой, создав огромное грибовидное облако после взрыва. При виде этого в глазах седовласой женщины загорелся злобный свет, и она издала длинный пронзительный крик. Тысячи призрачных солдат превратились в порывы черных, как смоль, инских ветров, и устремились к своим противникам, ведомые 8 призрачными монархами. Генерал в фиолетовых доспехах обычно холодно хмыкнул и вытащил из-за своей спины 2 золотых боевых молота. «Несмотря на то, что это всего лишь марионеточное тело, я смогу высвободить половину своей полной силы», пробормотал себе генерал в фиолетовых доспехах, а затем взмахнул золотыми боевыми молотами в воздухе. Затем боевые молоты вылетели из его рук в воздух, излучая безграничный золотой свет, проявив более 100 проекций золотых боевых молотов, которые беззвучно обрушились на порывы инских ветров. Из инских ветров послышали истошные вопли, после чего все 8 монархов в высших призрачных инских доспехах появились на малых высотах. Они либо метали свое оружие в воздух в виде полосок черного света, либо несколько раз резко поднимали ладони в воздух, либо открывали рты, выпуская вспышки черного света. В любом случае, 8 вспышек черного света вырвались вперед, объединившись, формируя черный световой барьер. Все золотые проекции боевых молотов, ударявшие по световому барьеру, были полностью пойманы, как рыба в сети. Отличный трюк. Выражение лица генерала в фиолетовых доспехах потемнело, и он насмешливо фыркнул. Все золотые проекции боевых молотов, попавшие в световой барьер, одновременно взорвались, и барьер был полностью разрушен образовавшимися вспышками яркого золотого света. Затем золотой свет спустился вперед, пытаясь поглотить всех 8 призрачных монархов. Однако именно в этот момент Муцин начала действовать. Она взмахнула рукой, и в золотом свете внезапно разнесся богатый странный аромат. Затем вспыхнул радужный духовный свет, после чего из воздуха возникли бесчисленные гигантские проекции цветов. Эти проекции задержали золотой свет, и призраки в инских доспехах внизу воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать своих врагов. Генерал в фиолетовых доспехах просто махнул рукой в ответ, ничего не сказав, и ряд марионеток в малиновых доспехах, вооруженных арбалетом, немедленно выстрелили вперед, а затем одновременно выпустили свои стрелы. Бесчисленные малиновые стрелы врезались в инские ветры, как проливной дождь. Шары малинового света взорвались вместе с инскими ветрами, и несколько призрачных фигур попадали с неба. Однако за эту долю секунды инские ветры ворвались в армию марионеток в малиновых доспехах во главе с 8 призрачными монархами. Завязался чрезвычайно ожесточенный бой. Ни один из призрачных монархов, ни обычные призраки в инских доспехах не атаковали 3 марионеточных генералов. И наоборот, 3 марионетки не обращали внимания на призрачных солдат, поскольку их внимание было полностью сосредоточено на 2 демонических монархах. Естественно, что Ханли, Юань-Я и Ян-Ли они тоже игнорировали. Обе женщины, естественно, смотрели на 3 марионеток с восхищением. Помимо марионетки в фиолетовых доспехах, 2 других марионеточных генерала имели довольно странную внешность. Один из них был около 400 футов ростом, с 3 глазами на голове и массивным топором в руках.
На нем был костюм из лазурных доспехов с острыми черными шипами, и это зрелище было поистине душераздирающим. Между тем, другой марионеточный генерал был всего около 20 футов ростом и был одет в малиновые доспехи. Однако у него было 2 головы и 4 руки, каждая из которых держала различные оружия в форме сабли, меча, копья и алебарды. Их кони представляли собой малинового, похожего на водяного буйвола зверя, и ни одна из этих марионеток до этого момента не произнес ни единого слова, по-видимому, довольствуясь тем, что марионетка в фиолетовых доспехах могла говорить от их имени. Однако марионетка с 3 глазами внезапно заговорила впервые. «Нет необходимости встречать их нападение лицом к лицу, нам просто нужно задержать их на время. Я уже уведомил остальных, и они помогут этим призрачным существам убить других злоумышленников, а затем придут к нам на помощь. Глава 1488. Воссоединение. Марионетка в фиолетовых доспехах и марионетка с 2 головами кивнули в знак согласия, создавая впечатление, будто трехголовая марионетка была их настоящим лидером. Трехголовая марионетка не пыталась понизить голос, так что не только Му Цин и седовласая красавица слышали ее, но и даже Хань Ли, Юань Я и Ян Ли. На лице Му Цин появилось странное выражение, в то время как на лице седовласой красавицы появилась насмешливая ухмылка. «Хе-хе, сестра Му, раз они хотят дождаться подкрепления, почему бы нам не подождать с ними?» Седовласая женщина, усмехнувшись, повернулась к Му Цин. «Читаешь мои мысли?» «Так и поступим, сестра Лань», — с улыбкой сказала Му Цин. Седовласая женщина кивнула и засунула руки в рукава, а массивный призрачный выступ за ее спиной неподвижно завис в воздухе. Му Цин также скрестила руки и остановилась на своем золотом цветке. Похоже, они действительно собирались подождать. Между тем, высокоранговый демонический зверь, а также Хань Ли и другие, естественно, стояли на месте, не получив приказа атаковать. При виде этого в глазах 3 марионеток мелькнуло любопытство, но то, что делали 2 женщины, сыграло им на руку, поэтому они также просто остались стоять на месте с холодным выражением на лицах. Проекции оружия, иньские ветры и полосы духовного света безжалостно переплетались в воздухе посреди непрекращающихся цепочек взрывов. Разбитые марионетки и призрачные солдаты время от времени падали с неба, с глухим грохотом исчезая в черном тумане. Между тем, 5 могущественных существ на стадии интеграции тела продолжали вступать в напряженное противостояние. Марионетки в малиновых доспехах явно имели численное преимущество и были более опытны в командной работе. Между тем, призраки в высших иньских доспехах были более могущественны по отдельности, и с 8 призрачными монархами в своих рядах заставляли марионеток в малиновых доспехах отступать, по-видимому, полностью одержав верх. К счастью для марионеток в малиновых доспехах, на их стороне, не боясь смерти, сражались около 100 воинов в доспехах на боевых экипажах, а сами экипажи вместе с запряженными в них животными обладали могущественными способностями. Таким образом, они смогли объединить свои силы, чтобы отразить большинство призрачных монархов. В противном случае ситуация для них, скорее всего, была бы еще хуже. При виде этого в глазах Хань Ли мелькнул созерцательный взгляд. Обычные марионетки в малиновых доспехах двигались довольно медленно и явно обладали невысокой скоростью реакции. Это были обычные марионетки, в которых не было духовного чутья. Призраки в высших иньских доспехах, которые изготовила седовласая красавица, напротив, демонстрировали свои огромные силы, набрасываясь иньскими ветрами и всеми видами оружия, чтобы победить своих врагов, а противостоящие марионетки часто были заморожены в черные глыбы льда или разрезаны на бесчисленные кусочки ветром. 8 призрачных монархов в иньских доспехах все еще доминировали. Они превратились в массивных призраков в черной броне, ростом более 100 футов, с гигантскими бычьими рогами на головах и зловещими выражениями на лицах. Марионетки сражались изо всех сил, но эти призрачные монархи с легкостью разрывали их в клочья. Однако 3 марионеточных генералов совсем не обращали на это внимания, словно уничтожаемые подчиненные для них не представляли никакой ценности. Между тем, седовласая красавица и Му Цин, естественно, были счастливы поддерживать это противостояние, видя, как их призрачные солдаты уничтожали оппозицию. Через некоторое время большая часть марионеток в малиновых доспехах была уничтожена, как и все их военные экипажи. И наоборот, исчезла лишь небольшая часть призраков в высших иньских доспехах, и все 8 призрачных монархов были изрешечены ранами. В глазах седовласой женщины мелькнул холодный свет, и она повернулась взглянуть на оставшихся высокоранговых демонических зверей, похоже, собираясь дать какое-то указание. Однако прямо в этот момент из глубины тумана разразился взрыв бесшумных колебаний, и воздух возле Хань Ли и других начал дрожать. Это странное происшествие, естественно, привлекло всеобщее внимание.
Однако они могли видеть только то, что туман вдали неистово бурлил, но они не могли видеть сквозь него, чтобы понять, что там происходило. Хань Ли прищурился в замешательстве, и издалека донеслось до них тихое жужжание. Издали мелькнуло пятнышко белого света, вслед за которым раздался еще один сокрушительный рев, и в тумане появилось белое искрящееся солнце. Солнце затем быстро расширилось, освещая своим раскаленным светом почти все море тумана. Затем белый свет угас, но непостижимый всплеск духовного давления с безрассудной энергией начал сеять хаос в пространстве. Дерьмо. Все рефлекторно закрыли глаза перед лицом этого яркого солнца, и как только они почувствовали этот взрыв устрашающего духовного давления, все они развернулись и без колебаний бежали с места происшествия, улетая прочь от тумана. Хань Ли также был среди людей, спасающихся с места происшествия. Он взмахнул грозовыми крыльями и исчез на месте во вспышке молнии. Между тем, Юань-Я и Ян Ли внезапно собрались вместе, окутав себя серым туманом, и они улетели в порыве созданного им иньского ветра. Оставшиеся высокоранговые демонические звери также стремглав бежали с этого места. Вдалеке грянул раскат грома, после чего из центра тумана вырвался белый ураган, как если бы это был настоящий белый дракон, поднимающийся в небо. Однако столб ветра внезапно разрушился перед лицом этого взрывного удара грома. Завывающие ветры начали метаться во всех направлениях, будучи настолько устрашающими, что, казалось, угрожали разорвать все пространства. Несмотря на то, что на этот туман заранее были наложены ограничения, он никак не мог противостоять таким сильным ветрам. Таким образом, огромное море тумана было полностью снесено ветром, без возможности оказать какое-либо сопротивление. Хань Ли снова появился на расстоянии более 10 тысяч футов и повернулся в направлении ураган. Чтобы оценить ситуацию, его сердце внезапно забилось от шока. Густое море тумана, которое простиралось до самого горизонта, полностью исчезло, и на его месте остались порывы яростных белых ветров. Место, в котором они находились раньше, полностью превратилось в мир завывающих ветров с бесчисленными невидимыми невооруженным глазом ветряными лопастями в воздухе. Эта буря была невероятно сильной, марионетки и призрачные солдаты, которые никак не смогли сбежать вовремя, были унесены этими свирепыми ветрами, и они изо всех сил пытались остаться нетронутыми. Однако ветры были просто слишком сильными, чтобы с ними бороться, и после серии взрывов и мучительных воплей почти все марионетки и призраки в высших иньских доспехах были мгновенно уничтожены. Остались только 8 призрачных монархов, которые сопротивлялись изо всех сил. Над их телами мерцал черный свет, но их положение также было очень ужасным. Лицо седовласой красавицы стало мрачным при виде этого. Внезапно она испустила резкий крик, и все 8 призрачных монархов немедленно взревели и ринулись к ней. Им едва удалось превратиться в шары черного света, прежде чем они устремились к тому же месту, где находилась седовласая красавица. Вспыхнул яркий черный свет, и 8 шаров света соединились в один. Затем по поверхности этого светового шара пробежала рябь, после чего он превратился в гигантское привидение ростом в несколько сотен футов. Как только этот призрак обрел форму, он убежал в определенном направлении, всего за несколько секунд вылетев из области, охваченной порочными ветрами, бросившись к седовласой красавице на своей полной скорости. В этот момент 3 марионеточных генерала оценивали ураган с задумчивым взглядом в глазах, по-видимому, глубоко о чем-то задумавшись. Вдруг из глубины порывов ветра послышались тяжелые шаги. Земля слегка дрожала под каждым шагом, и каждый следующий шаг казался тяжелее и ближе, чем предыдущий. Словно к ним приближалось колоссальное существо и делало это с пугающей скоростью. Все смотрели на ураган с серьезным выражением на лице. Спустя несколько мгновений из порыва ветра начала появляться черная тень размером с гору, и казалось, что она только расширяется по мере продвижения вперед. Свирепые ветры вообще никак не влияли на черную тень. В глазах Хань Ли мелькнул синий свет, и на его лице появилось просветленное выражение. Изнутри воющих ветров внезапно раздался громоподобный рев, после чего из бури выскочила черная тень, оказавшись фиолетовым гигантом. Это была фиолетовая кровавая марионетка Дисюэ. В этот момент на ее плечах стояли 2 фигуры в малиновых одеждах, а на его голове стоял человек в черном. Человек в черном был никем иным, как самым загадочным существом среди 4 демонических монархов. Лю Цзу, седовласая красавица, при виде этого обрадовалась, но прежде, чем она успела что-то сказать, в глазах 3 марионеток вдалеке внезапно вспыхнул зеленый свет, и трехглазая марионетка воскликнула: «Как вы двое дошли сюда живыми? Где все остальные? Все остальные. Ты имеешь в виду этот хлам?» Равнодушным голосом сказал Лю Цзу и взмахнул рукавом, сбросив 4 круглых объекта с головы фиолетовой кровавой марионетки. Хань Ли сфокусировал свой взгляд на этих объектах и обнаружил, что все они были малиновыми головами со шлемами. «Ты убил их всех? Это невозможно. 4 из них даже сильнее нас 3, и у них было так много призрачных существ в качестве подмоги.
Марионетка в фиолетовых доспехах не верила своим глазам, глядя на головы на земле. Хе-хе, если бы здесь были ваши истинные тела, 7 существ золотого ранга расы падёнок действительно смогли бы бросить мне вызов. Однако вы все просто марионетки, и вам повезет, если вы сможете высвободить даже половину своего силы в вашем нынешнем состоянии. Так что, конечно, вы мне не ровня. Госпожа Му, госпожа Лань, убейте их всех. Со зловещим смешком проинструктировал их Лю Цзу, и из его тела вырвалась изумительная кровожадная аура. Все 3 марионетки были в ужасе от услышанного, и одна из них закричала: «Разделяемся и бежим». Затем 3 марионетки в унисон заставили своих коней действовать, мгновенно превратившись в 3 световые полоски разного цвета, устремившись в разные стороны. За несколько мгновений они уже оказались на расстоянии нескольких тысяч футов. Все их скакуны владели странной техникой передвижения с невероятной скоростью. Тем не менее, Лю Цзу и остальные, казалось, понимали друг друга без слов. Седовласая красавица, усмехнувшись, устремилась к марионетке в фиолетовых доспехах в виде шара лазурного дыма, за которым следовал гигантский призрак стадии интеграции тела. Он летел в воздухе в виде шара черного света. Му Цин топнула ногой по своему золотому цветку, и из воздуха возникло черное пятно света, после чего и она, и ее цветок исчезли. В следующее мгновение она снова появилась гораздо ближе к двуглавой марионетке, чем минуту назад. Одна из фигур в малиновой мантии издала пронзительный рев, и фиолетовая кровавая марионетка зашагала вперед, окутав свое тело фиолетово-красным пламенем, покрывая расстояние более 1000 футов всего за один шаг, преследуя марионетку с 3 глазами. Таким образом, все существа стадии интеграции тела исчезли в мгновение К, оставив после себя только Хань Ли, Юань Я, Ян Ли и дюжину или около того высокоранговых демонических зверей. Прямо в этот момент Ян Ли послала ему передачу голоса: «Воспользуемся этой возможностью, чтобы сбежать, господин да ассист Хань. Эти демонические звери не смогут остановить нас». Глава 1489. Проекция насекомого. Услышав это, лицо Хань Ли оставалось совершенно невыразительным, но ему действительно хотелось сделать ход. Однако затем он посмотрел в определенном направлении, и от увиденного его сердце сжалось. «Ха-ха, ты действительно необычный человек, господин да ассист Хань. Как и ожидалось, моих способностей в маскировке было недостаточно, чтобы обмануть тебя». Из пустого пространства раздался радостный смех, после во вспышке золотого света появилась золотая фигура. Это был никто иной, как золотая обезьяна Цзин Линь. Несмотря на то, что обезьяна хрипло фыркала, она смотрела на Хань Ли с очень холодным выражением лица. Юань Я и Ян Ли одновременно изменились в лице при виде обезьяны. Они провели много лет в земной бездне, поэтому, естественно, хорошо знали, насколько сильна эта золотая обезьяна. Хотя обе они были чрезвычайно уверены в способностях Хань Ли, но они знали, что он не сможет напрямую противостоять существу, находящемуся на пике стадии пространственного закаливания. Пока эта обезьяна была вместе со всеми другими высокоранговыми демоническими зверьми, у них не было возможности сбежать. «Я рад, что ты в безопасности, брат Цзин. После того, как мы были разделены в том призрачном тумане, я долгое время беспокоился о тебе, но, похоже, в моих заботах не было необходимости. С твоим уровнем культивации у призрачных существ не было и шанса», — спокойно сказал Хань Ли. «У меня есть некоторые навыки самозащиты, но я не могу сравниться с тобой, господин да ассист Хань. Ты смог выйти из тумана, будучи духовным генералом. Это достойно моего восхищения», — похвалил Цзин Линь с улыбкой на лице. «У меня нет таких способностей». «Все благодаря способностям госпожи Юань и госпожи Ян», — ответил Хань Ли, покачав головой. «У этих двоих могут быть определенные методы, чтобы выбраться из этого тумана, но без помощи брата Ханя они не смогли бы справиться с могущественными призрачными существами на своем пути», — продолжил Цзин Линь. Хань Ли просто улыбнулся в ответ и больше ничего не сказал. Однако его начал быстрый мыслительный процесс. Он был уверен, что его способности не уступают силе Цзин Линя, и даже если взять в расчет этих высокоранговых демонических зверей, он все еще был уверен, что у него есть 80% шансов сбежать. Однако это было только в том случае, если он бежал сам. Если бы он взял с собой Юань Я и Ян Ли, то эта вероятность упала бы до менее 50%. Для него это был нецелесообразный риск. В любом случае, эта адская река была крайне опасным и непредсказуемым местом, поэтому лучше было найти другую возможность в будущем. Таким образом, Хань Ли принял решение и начал болтать с Цзин Линем. Увидев, что Хань Ли, похоже, не собирался сбегать, золотая обезьяна также немного расслабилась, и они оба завязали приятный разговор, словно были давними друзьями. Пока они разговаривали друг с другом, шар зеленого света внезапно мчался к ним издалека. Му Цин стояла на своем золотом цветке, беззвучно летя по воздуху.
Хань Ли сначала запнулся при виде этого, немного удивившись тому, что она вернулась так скоро, но затем он вспомнил о техниках движения, подобных телепортации, которые она использовала в прошлом, и сразу все понял. После нескольких вспышек шар зеленого света появился над его головой, а затем погас, раскрывая стройную фигуру Му Цин. «Я отдаю дань уважения моей госпоже». Золотая обезьяна немедленно поклонилась. «Я рад, что ты в безопасности, Цзин Лин». При виде золотой обезьяны на лице Му Цин появилось приподнятое выражение. «Все это было благодаря защитным сокровищам, которые вы даровали мне, госпожа. В противном случае я бы не смог остаться невредимым перед лицом стольких призрачных существ. В конце концов, мне удалось только сбежать с помощью мастера Лю Цзу и мастера Ди Сюй», ответила золотая обезьяна. Эта буря, в конце концов, явно была делом рук господина даосиста Лю Цзу. «Я впервые вижу, как он использовал способности элемента ветра», медленно проговорила Му Цин. В ее словах можно было услышать странный тон. Силы мастера Лю Цзу действительно непостижимы, но именно из-за этого эти марионетки и призрачные существа были так легко побеждены, сказал Цзин Линь слегка мрачным голосом. «Ты прав. В таком опасном месте, как это, чем сильнее господин даосист Лю Цзу, тем лучше. Поскольку я уже позаботилась о своем противнике, другим, скорее всего, тоже не понадобится много времени», немного помолчав, сказала Му Цин и перевела взгляд вдаль. По совпадению, в тот момент, когда она подняла голову, вдалеке того направления, куда она смотрела, вспыхнуло пятнышко духовного света, вслед за которым появился шар черной ци и полетел к ним. Спустя несколько мгновений шар черной ци появился перед всеми, как падающая звезда, раскрывая седовласую красавицу. Женщина выглядела совершенно невредимой, но ее аура была немного более слабой, чем когда она отправилась в путь, что указывало на то, что она израсходовала довольно много магической силы. Затем она огляделась и нахмурилась. Почему Лю Цзу и Ди Сюэ еще не вернулись? Зная их способности, я думала, что они первыми разберутся с противниками. Я не уверена, но, возможно, они столкнулись с какими-то неприятностями по пути. Где твои 8 призрачных монархов, сестра Лань? Разве они не отправились вместе с тобой, чтобы выследить эту марионетку? С любопытством спросила Му Цин. Марионетка самодетонировала, и в результате все 8 призрачных монархов были серьезно повреждены, поэтому я спрятал их в облачной инской сумке для восстановления. Однако я действительно очень беспокоюсь о Лю Цзу и Ди Сюэ. Если мы с тобой останемся вдвоем, у нас не будет никаких шансов получить божественный эликсир адской реки. На лице седовласой красавицы появилось странное выражение. Му Цин как раз собиралась что-то сказать в ответ, как внезапно с определенного направления раздался оглушительный грохот. Это направление было ничем иным, как тем, куда ранее улетели Лю Цзу и Ди Сюэ. Му Цин и седовласая красавица переглянулись между собой, услышав грохот, и они оба смогли увидеть отражение своего удивления на лицах друг друга. Неужели седовласая красавица нахмурила брови? Однако, прежде чем она успела закончить фразу, с того места, где только что произошел взрыв, раздался резкий визг. Как только Хань Ли услышал этот невыносимый звук, его зрение потемнело, и он упал с неба. Дерьмо. Хань Ли почти сразу отреагировал, отключив слух, а затем активировав свою технику великого развития. Однако его поразило то, что этот резкий визг полностью игнорировал его попытку заблокировать слух, проникая прямо в его духовное чутье. Техника великого развития действительно была весьма полезна в таких ситуациях, но ее активация была прервана на полпути из-за этого резкого визга, поэтому ее эффективность была снижена. Сердце Хань Ли содрогнулось от шока. Он издал громкий рев, выпустив на себя шип духовного оглушения, послав вспышку жгучей боли, пронзившую его духовное чутье. Таким образом, он смог временно восстановить ясность ума и контроль над своим телом. С раскатом грома он выпустил слой золотой молнии вокруг своего тела, а затем резко ударил своими черно-белыми ладонями себе в грудь. Из его рук одновременно вырвались пятицветное пламя и серый свет, а затем переплелись друг с другом, образуя двухслойный световой барьер, окутавший его тело. Благодаря этим защитным мерам эффект, который резкий визг оказал на его духовное чутье, был сильно ослаблен, и ему удалось снова восстановить равновесие в воздухе. Однако затем он увидел Юань Яо и Ян Ли, которые все еще быстро падали с неба и вот-вот должны были разбиться о камни внизу. Таким образом, он немедленно сделал захватывающее движение в их направлении, выпустив из серого света бесчисленные серые нити, которые мгновенно схватили двух женщин и притянули к нему. Затем Хань Ли расширил огонь и серый свет, исходящие от его тела, чтобы схватить их двоих. Как только они снова обрели способность летать в воздухе, к ним щеки вернулся румянец. В этот момент снизу раздался череда глухих ударов, и около дюжины высокоранговых демонических зверей рухнули на землю, не выдержав резкого визга. Все демонические звери обладали крепкими телами, поэтому падение с такой высоты для них не было проблемой.
Однако все они изо всех сил зажали уши, мечась в агонии от этого визга. Они активировали вокруг себя духовный свет, но не выглядел эффективным. Хань Ли резко вздохнул при виде этого и посмотрел на остальных. Цзинь Лин находился рядом с Му Цин, и золотой цветок внизу вызвал несколько проекций, чтобы защитить их от воздействия резкого визга. Седовласая женщина окутала себя клубком инских ветров и стояла совершенно неподвижно, явно не обращая внимания на резкий визг. Однако все трое смотрели вдаль напряженным выражением, поскольку визг становился только громче, и впереди возникло невероятное явление. Впереди появилось огромное багровое насекомое, такое массивное, что занимало практически все небо. У него была пара угольно-черных глаз, мерцающих холодным светом, а по обе стороны его тела была пара полупрозрачных крыльев, напоминавших световые барьеры. Похоже, это была увеличенная в множество раз проекция мухи, изнурительный визг, который чуть не свалил Хань Ли, исходил от ее крыльев. По мере того, как проекция размахивала крыльями, она распространяла видимые невооруженным глазом колебания. Затем они, казалось, исчезали, улетая дальше по воздуху, но на самом деле превращались в этот резкий визг, который был отчетливо слышен даже с того места, где находился Хань Ли. Даже издалека резкий визг обладал такой устрашающей силой. Если бы они были расположены прямо перед проекцией насекомого, ему осталось бы только взмахнуть крыльями, чтобы убить всех своих врагов. Однако эта похожая на муху проекция не только махала крыльями, она также спускала толстые столбы малинового света из своих глаз. Эти столбы света лились сверху, охватывая практически все пространства внизу. Несмотря на то, что Хань Ли не мог по-настоящему ощутить мощь этих световых столбов, они даже издалека выглядели довольно грозно. Под массивной сетью, построенной из этих переплетающихся столбов света, были два существа, которые непрерывно уклонялись от них. Эти два существа были размером около 100 футов каждый, но они были настолько крошечными и незначительными по сравнению с гигантской проекцией насекомых, что сразу их было невозможно заметить. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он сразу же узнал этих двух существ. Одной из них была фиолетовая кровавая марионетка, резко сократившаяся в размерах, а другая фигура стала огромным потрясением для Хань Ли. Глава 1490. Раса падёнок и армия насекомых. Это было угольно-чёрное чудовище с 6 щупальцами, выходящими из головы, и 6 лезвиями. Это существо было не намного меньше фиолетовой кровавой марионетки, и все его тело было покрыто стальными прядями жесткого меха. Оба его глаза были длинными и тонкими, мерцающими жутким красным светом, и в то же время за спиной у него было 2 пары птичьих крыльев. Кроме того, это было странное массивное насекомое. Насекомое и фиолетовая кровавая марионетка остались незатронутыми резким визгом, даже несмотря на то, что они были так близко к проекции насекомого, и они вспыхивали в воздухе, как бестелесные призраки. Во многих случаях столбы красного света, казалось, протыкали их тело, но на их месте сразу же оказывались остаточные изображения. Пока фиолетовая кровавая марионетка уклонялась от столбов красного света, она вытащила массивный топор и выпустила безжалостный шквал проекции топора в виде полумесяца. Напротив, гигантское черное насекомое атаковало своими 6 конечностями, которые вспыхивали в воздухе, высвобождая полосы черного света, похожие на острые шипы. Большинство их атак было отражено красными столбами света, и даже те, которые пробрались сквозь них, сдерживались слоем невидимой силы. Что это? Неужели это существо небесного ранга расы падёнки? Воскликнула седая красавица, глядя на проекцию насекомого. На самом деле меня больше заинтриговала истинная форма господина даосиста Лю Цзу, пробормотала Му Цин, слегка прищурившись. Седовласая красавица подавила свой шок и сказала с мрачным выражением на лице: «Госпожа Му, сейчас не время спорить о таких тривиальных вещах. Существа небесного ранга расы падёнки не уступают истинным духам в нашем мире. Если это действительно то существо, никто из нас не сможет сбежать. Сестра Лань, ты еще не поняла? Это просто проекция существа небесного ранга расы падёнки, и, должно быть, она была вызвана сюда с помощью секретной техники марионетки, которую Лю Цзу и Ди Сюэ преследовали. Как только эта проекция исчерпает всю свою силу, она исчезнет. Лю Цзу и Ди Сюэ прекрасно осведомлены об этом, поэтому они просто делают все возможное, чтобы потянуть время, спокойным голосом сказала Му Цин. Проекция. Услышав это, седовласая красавица дрогнула, а затем взглянула на гигантское насекомое. Спустя несколько мгновений она вздохнула с облегчением и сказала: «Это действительно просто проекция, она обладает лишь 5-й частью силы настоящей небесной падёнки. Более того, у нее нет духовного чутья, связанного с настоящим существом. В противном случае они не смогли бы продержаться так долго. Даже в этом случае атаки этого существа чрезвычайно мощные. Если марионетка или Лю Цзу будут поражены любой из этих атак, у них будут большие неприятности». Конечно.
Несмотря на то, что это всего лишь проекция, существа небесного ранга расы падёнок уступают лишь истинным духовным существам, так что это определенно не то, с чем мы можем сражаться, покорно вздохнула Му Цин. Установив природу этой проекции, две женщины, естественно, не собирались вступать с ней в бой. Они просто смотрели издалека, терпеливо ожидая момента, когда иссякнет мощность этой проекции насекомого. Тем временем Хань Ли внимательно слушал их разговор со стороны. Ситуация, разворачивающаяся у них на глазах, естественно, не была тем, во что он мог вмешиваться. В этот момент седовласая красавица посмотрела на высокоранговых демонических зверей, которые все еще катались по земле внизу, и нахмурилась, взмахнув рукой в их направлении. Полоса черного света пронеслась, мгновенно окутав всех этих демонических зверей внутри. Демонические звери немедленно пришли в себя и, наконец, перестали биться в конвульсиях, но все они по-прежнему были совершенно немощны и не могли подняться на ноги. Однако седовласая красавица не проявила никакого намерения сделать что-либо еще, чтобы помочь им, и снова повернулась к проекции гигантского насекомого. Все было так, как сказала Му Цин, разрушительно мощная проекция насекомого через некоторое время внезапно начала излучать пронзительный красный свет, а затем с грохотом взорвалась на бесчисленное количество осколков и, наконец, бесследно исчезла. Столпы багрового света, падающего сверху, также мгновенно исчезли. Странное черное насекомое и фиолетовая кровавая марионетка вздохнули с облегчением и застыли на месте, восстанавливая самообладание и энергию. После короткого периода выздоровления оба они полетели к Му Цин и другим. Спустя несколько мгновений фиолетовая кровавая марионетка и черное насекомое появились в воздухе над головой. Несмотря на то, что они заранее определили, что это насекомое было никем иным, как Лю Цзу и Му Цин, и седовласая красавица по-прежнему смотрели на него с серьезным выражением лица. Малиновый свет вспыхнул на плечах фиолетовой кровавой марионетки, после чего появились две фигуры в малиновых одеждах. Все это время они прятались в теле марионетки. Тем временем черный свет закрутился вокруг тела черного насекомого, и оно быстро сжалось, приняв человеческий облик. Это был никто иной, как Лю Цзу, за исключением того, что его черный плащ исчез, открыв тем самым его истинную внешность. Глядя на мужчину, сердце Хань Ли содрогнулось от шока. Черты лица Лю Цзу были в основном идентичны чертам лица обычного мужчины, и у него было довольно молодое лицо. Тем не менее, у него была пара зеленых глаз, как у насекомого, мерцающих холодным светом, создавая очень тревожное зрелище. Это действительно господин даосист Лю Цзу, седовласая красавица вздохнула с облегчением. «А ты разве в этом сомневалась?» Небрежно спросил Лю Цзу, зависнув в воздухе, заложив руки за спину. «Брат Лю Цзу, раз ты обладаешь телом духовного насекомого, ты как-то связан с расой падёнок?» Спросила Му Цин. «Раса падёнок. Я изначально принадлежал к этой расе. Такой ответ тебя устроит?» С улыбкой ответил Лю Цзу. Услышав это, и Му Цин, и седовласая красавица резко изменились в лице. «Значит, ты знал об этом месте заранее, но все равно намеренно привел нас сюда?» Холодным голосом спросила седовласая красавица. «Боюсь, что ошибочно обвинять меня в этом, господа. Я знал, что у расы падёнок есть святая земля, но в то время уровень моей культивации не позволял мне узнать ее конкретное местоположение. Я оставался в земной бездне бесчисленное количество лет, и я застрял на своей нынешней базе культивации так долго, что едва могу вспомнить. Если бы я знал, что есть вход, ведущий в это место из земной бездны, и с самого начала что-то замышлял против вас, то зачем мне так долго откладывать, прежде чем привести всех вас сюда? Я действительно случайно обнаружил, что в это место можно попасть из земной бездны через Адскую реку, но я действительно понятия не имел, что раса падёнок посылала туда марионеток. Насколько мне известно, святая земля расы падёнок обычно открывается только раз в несколько тысяч лет, а с тех пор, как мы были здесь в последний раз, прошло всего несколько столетий. Я могу сказать только то, что нам просто не повезло. Вдобавок ко всему, если бы я работал вместе с расой падёнок, зачем мне просить ставить таких марионеток в это место? Я хорошо осведомлен о ваших способностях, и я определенно осознаю тот факт, что эти марионетки вам не соперники, спокойно ответил Лю Цзу. Му Цин и седовласая красавица переглянулись между собой, услышав слова Лю Цзу. Они оба не смогли найти никаких пробелов в его логике, но они обе знали, что он почему-то не говорит правду. Просто они не могли определить, о чем именно он солгал. «А что ты думаешь, господин даосист Ди Сюй?» Му Цин внезапно повернулась к двум фигурам в малиновых одеждах. Они обе хранили полное молчание с того момента, как снова появились на плечах фиолетовой кровавой марионетки. Услышав это, две фигуры в малиновых одеждах переглянулись между собой, и одна из них ответила: «Я думаю, что брат Лю Цзу говорит правду».
Хотя брат Лю Цзу не тот, кто провел среди нас больше всего времени в земной бездне, он определенно не единственный, кто пробыл в земной бездне самый короткий период времени, поэтому, если он хотел составить заговор против нас, ему действительно не нужно было прибегать к этой тактике. Может быть, вы двое хотите повернуть назад. Мы уже сделали расу падёнок нашими врагами, разве после всего этого вы хотите отказаться от божественного эликсира божественной адской? Фигура в малиновой мантии полностью встала на сторону Лю Цзу. Му Цин и седовласая красавица еще раз переглянулись между собой, увидев позицию человека в малиновой мантии по этому поводу. Вскоре выражение лица седовласой красавицы смягчилось, и она сказала с улыбкой на лице: «Раз господин Даосист Ди Сюй верит в брата Лю Цзу, мы готовы сделать то же самое». Однако, если раса падёнок уже стало известно о злоумышленниках на их святой земле с нашего последнего визита сюда, почему они не развернули больше войск или не отправили больше настоящих существ золотого ранга в это место, а не разместили здесь всех этих марионеток? В противном случае нам бы пришлось несладко. Все просто. Раса падёнок обнаружила наше вторжение в прошлый раз, но они не знали, когда мы собираемся вернуться, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как разместить здесь только тех существ, которые могли навсегда остаться в этом месте. Хотя это и есть святая земля расы падёнок, обычные существа этой расы не смогут остаться здесь надолго. В противном случае их уровни культивации в лучшем случае были бы серьезно повреждены, а в худшем они могли даже умереть здесь. Если бы мы встретили настоящую армию насекомых, хе-хе, нас бы съели, не оставив ни кусочка, ответил Лю Цзу. Седовласая красавица вздрогнула, услышав слова «армия насекомых», и, заставив себя улыбнуться, сказала: «Нет нужды в таких шутках, брат Лю Цзу. Раса падёнок, возможно, не особенно известна где-либо в другом месте, но здесь их влияние в этой области не уступает влиянию основных рас мира духов. Они не стали бы мобилизовать армию насекомых только для того, чтобы позаботиться о нескольких существах стадии интеграции тела, подобных нам». Намек на страх также промелькнул в глазах Му Цин, но она спокойно проанализировала: в самом деле. Насколько я слышала, даже истинные духи боятся армии насекомых, развернутых расой падёнок. И наоборот, выпуск армии насекомых является чрезвычайно трудным для всей расы, поэтому они стали бы этого делать только в чрезвычайных обстоятельствах. Хе-хе, не думал, что вы двое так много знаете о нашей расе падёнок. На самом деле, чтобы уничтожить всех нас, потребуется всего лишь одно существо небесного ранга, так что нет необходимости выпускать армию насекомых. Ладно, хватит об этом, давайте уйдем отсюда. Для расы падёнок будет непростой задачей разместить больше существ в этом месте, и этот процесс займет у них как минимум несколько месяцев. Этого времени хватит, чтобы мы нашли божественный эликсир, а затем вернулись тем же путем, которым пришли. Мы действительно понесли серьезные потери от рук этих призрачных существ, но мы также убили многих призрачных существ высокого ранга в Адской реке, так что остальная часть нашего путешествия должна быть намного более гладкой. Кстати, сколько еще призрачных солдат и марионеток у нас есть в нашем распоряжении? Спросил Лю Цзу.